Здравствуйте! Своим ученикам я постоянно предлагаю выводить правила самостоятельно. Я также пишу об этом в книге для учителя. Зачем я это делаю? Что это дает нам при изучении русского языка как иностранного с учебником Сорока? Давайте разбираться. Чтобы показать вам, о чем я говорю, давайте посмотрим книгу для учителя. Вот книга для учителя Сорока 1. Урок 3, занятие 2. И я пишу здесь. Учитель читает слова вслух и спрашивает учеников, как они могут объяснить разницу «идет» – идут, «спит» – спят, «сидит» – сидят и так далее. Ученики должны сказать, что когда говорят об одном человеке, то говорят «спит», «сидит», «читает». А когда говорят о нескольких людях, то спят, сидят, читают. Что это за вид деятельности? Какое это имеет отношение к изучению языка? И вообще обычно порядок, к которому многие привыкли, это когда учитель сам говорит правила, а ученики потом его отрабатывают. Я не очень люблю такой порядок действий. Почему? Потому что в этом случае ученикам надо запомнить правила, потом увидеть ситуацию, в которой это правило применяется, а потом это правило применить. На мой взгляд, это очень сложно. Я наблюдаю за своими учениками, которым 7, 8, 9 лет, и я понимаю, что у них правила живут в голове в одном месте, а их выполнение живет совершенно в другом месте. То есть, если ребенок знает правила, это совершенно не значит, что он их будет выполнять. И совершенно неважно, играют они в шахматы, или переходят дорогу, или, не знаю, изучают русский язык. Я предлагаю другой подход. Я предлагаю наблюдать за языком, я предлагаю наблюдать, что в нем происходит, и делать выводы самостоятельно. Что это дает? Во-первых, это развивает наблюдательность и аналитические способности. Во-вторых, это полезно еще и потому, что ученики сами прилагают усилия. То есть мозг ученика работает, мозг ученика активный. Когда вы приносите правила на блюдечке с голубой каемочкой, как правило, это вообще воспринимается пассивно. То есть вот оно готовое, тебе ничего не надо делать, и так это все очень легко уходит, в голове не остается. Если правила мы выводим самостоятельно, то мы прилагаем какие-то усилия. Мы должны наблюдать, мы должны делать выводы, то есть наш мозг активный, мы сами активны, мы работаем. Ну и потом, когда мы что-то сами вот так вот сделали, создали свое собственное, то это в голове-то остается надольше намного, потому что это уже наше, мы это уже присвоили. Мне возразят, что, мол, дети такие правила выводить не умеют. Конечно, вы правы. Дети такие правила выводить не умеют, особенно если их этому раньше и не учили. И я считаю, что если им такую деятельность не предлагать, то они никогда и не научатся такие правила выводить. И возможно, что ваши ученики даже сразу не поймут, что вы от них хотите. Многие даже не подозревают, что какие-то закономерности вообще существуют. Им 7 лет, откуда они знают, что есть причинно-следственные связи? Вот они и узнают, вот они это и выяснят на вашем уроке русского как иностранного с учебником Сорока. Пусть сравнивают, пусть выводят правила, пусть анализируют, пусть учатся это делать. И это поможет им выучить русский язык, на что мы все очень надеемся. Хороших вам уроков!